океан, гора, солнца сегодня нет. 2 января. Тоже обещал себе начать с 1, но так получилось. Всем привет, с вами Джек, и мы на дне Тихого океана. Сегодня, конечно, нет отлива. Сейчас мы дойдем до тех камней. Я думаю, это считается. Это будет мой личный видеоблог о жизни в Панаме. Я здесь живу уже больше 3 лет. Хочу с вами поделиться впечатлениями и, может быть, какой-то полезной информацией, если кто-то планирует посетить страну в качестве туриста или рассматривает ее для иммиграции. В принципе, о Панаме достаточно мало информации в интернете, так как, мне кажется, это тоже местная особенность, и местные жители здесь активно используют такие социальные сети, как Twitter, TikTok, Instagram. Поэтому, если пытаться найти информацию в классическом виде, скорее всего, у вас ничего не получится. Здесь не очень развиты, скажем так, веб-сайты для каких-либо магазинов, но зато у каждого ларька есть своя страница в Инстаграме. И всю актуальную информацию обычно выкладывают там. То же самое касается Твиттера. Казалось бы, вы все знаете, что это за платформа. Тем не менее, панамцы используют ее в качестве, мне кажется, основного инструмента оповещения населения о каких-либо работах. То есть главный водоканал страны оповещает о работах в Твиттере. Главная энергетическая компания страны также оповещает о каких-то профилактических работах в Твиттере. И все в таком духе. Ну и, соответственно, ТикТок. Так как ТикТок подкидывает вам контент по местоположению, соответственно, находясь в Панаме, вы можете туда зайти и обнаружить там не кучу школьников, которые танцуют, а самый разнообразный контент, который снимают люди. Это какие-то красивые съемки с дронов в Панаме, в принципе, какие-то жизненные лайфхаки, как починить кран, шланг и так далее. То есть здесь это достаточно распространенное явление. То есть в основном контент достаточно интересный, что делает ТикТок еще более опасным. Не стоит туда заходить, чтобы не залипнуть там насовсем. Что, наверное, еще хотелось сказать в первую очередь. Давайте поговорим о жизни на берегу. Соответственно, как вы можете заметить, это берег Тихого океана. Это дикий пляж. То есть здесь полно живности, начиная от крабов и какой-нибудь мелкой рыбы, и заканчивая, соответственно, морскими ежами, какими-то червями и прочей прелестью, которая обитает в местной воде. Это не говорит о том, что купаться в воде нельзя. Купаться в воде можно. Самые отчаянные даже это делают. В основном это туристы. Местные предпочитают купаться в бассейнах. Вода там почище. Во всех смыслах. Потому что, опять же, надо понимать, что это Панама. И здесь недалеко от этого пляжа располагается выход из Панамского канала в Тихий океан. Соответственно, проходящие суда, по слухам, выбрасывают достаточно много отходов, скажем так, в океан, что делает купание в океане менее приятным. Поэтому рекомендуется, конечно, купаться в океане, который находится достаточно далеко от входов или выходов Панамского канала. Второй момент – это мусор. То есть здесь достаточно много мусора в океане. Связано это с несколькими факторами. Некоторые из них я бы обозвал слухами, потому что я лично этого не видел, но тем не менее. И первый из них – это ливневые системы в городе Панама-Сити. Так как здесь бывают тропические ливни, соответственно, жители к этому подготовлены, город и инфраструктура тоже. И здесь предусмотрены отличные ливневки, которые запросто справляются с любым объемом воды. Вся вода стекает в те самые ливневые каналы и попадает дальше в океан. Проблема этих ливневок в чем? В том, что на них нет решеток. На них нет решеток, и, соответственно, весь мусор, который смывается дождевой водой, он также попадает в океан. Из-за этого во время приливов с высокими волнами можно столкнуться с ситуацией, что вы приходите на пляж, а он весь завален какими-то пластиковыми бутылками и прочим мусором. На пляже здесь стараются чистить. В принципе, такая же ситуация наблюдается и с реками. То есть на некоторых реках тоже достаточно много мусора в Панаме. Однако, опять же, в том же ТикТоке и Инстаграме
Я видел несколько постов о том, что панамцы строят очистные сооружения, ставят очистные суда там, с натянутыми сетками, которые вылавливают весь этот мусор. Вот, то есть, в принципе, панамцы занимаются этим вопросом с каким-то переменным успехом. Вот на этом камне, для примера, да, высоченный камень, казалось бы, как туда вообще могла попасть пивная банка. Вот эта вот пивная банка лежит. Так вот, это значит то, что касается социальных сетей, да, мы немножко отвлеклись. Но давайте перейдем к сути. Начнем с самого главного, и это не деньги, это погода. То есть, когда вы думаете о жизни на берегу какого-нибудь водоема, в частности моря или океана, вы в себе фантазируете, что это вот солнце, это чистый белый песок, пляж, что вы можете в любой момент пойти искупаться или прилечь на шезлонге с ноутбуком, соответственно, поработать, вот, понаслаждаться, возможно, с каким-то коктейлем и вот это вот все. Но почему-то никто не задумывается о таких явных вещах, как температура, ультрафиолет и влажность. То есть о тех вещах, которые будут, в принципе, влиять на ваши непосредственные прогулки и на ваш даже быт. Смотрите, значит, в Панаме температура круглый год плюс 30, плюс 35 днем. Вот, в принципе, без исключений. То есть нет такого, как в Турции, что там теплая зима, где-то в районе плюс 15, плюс 20, и можно ходить там в легкой ветровке. Нет, в Панаме вы можете весь год ходить в шортах, в тапочках, и вам никогда не будет холодно. Ночью здесь температура опускается до плюс 22-25, то есть даже ночью, в принципе, здесь не холодно. Вот, соответственно, выходя на улицу, вы должны понимать, что, температура, на самом деле, которую я назвал, достаточно комфортная. Это не Арабские Эмираты. Это не плюс 40, не плюс 50, то есть 30-35. Хорошая, приятная температура. Но в Панаме существует такой потрясающий нюанс, что здесь практически не бывает ветра в некоторых локациях. И история с тем, чтобы был ветер, она удивительно редкая. Соответственно, когда вы ходите на улицу в плюс 35 без ветра, то она похожа на баню. Вот, то есть она не ощущается как что-то прям невероятно ужасное, что невозможно терпеть. Но, тем не менее, это неприятная прогулка по теплой погоде. Соответственно, душновато. Опять же, из-за высокой влажности с баней очень схожа вся эта история. Затем, соответственно, раз мы перешли к влажности, надо понимать, что, живя вблизи океана, а в Панаме их целых два, соответственно, это Тихий и Атлантический, и, в принципе, практически все населенные пункты расположены так или иначе на побережье. Здесь достаточно мало населенных пунктов, которые находятся где-то вглубь континента. Высокая влажность – это, во-первых, плесень, а во-вторых, это беда для вашей техники. То есть, если вы любитель открыть окошко и наслаждаться приятным теплым ветерком, и у вас в доме будет высокая влажность. Почему-то многие люди, я не знаю, не знают или не догадываются о том, как работает кондиционер, да? Почему мы резко перешли к кондиционеру? Потому что кондиционер помогает вам не только поддерживать нужную температуру, но и нужную влажность в помещении. И если вы закроете все окошки, то в течение часа кондиционер снизит влажность в помещении где-то на 20%, грубо. Вот, поэтому даже при такой высокой влажности, там в 90-100%, 100% бывает только ночью, когда солнце уходит, в принципе, когда в Панаме светит солнце, то влажность находится на уровне где-то 70%. Но все равно даже с таким уровнем влажности, соответственно, закрываете окошки, включаете кондиционер, и если он у вас будет работать несколько часов, а если вы вообще, в принципе, привыкли существовать только в какой-то комфортной температуре, в плюс 25, например, то в течение дня у вас влажность в помещении легко снизится до 30%, соответственно, вашей технике, бытовым приборам вообще ничего не грозит. Как только вы выключите кондиционер, в принципе, в течение, опять же, тех же 4-5 часов влажность вернется к прежнему уровню. По поводу плесени. Соответственно, здесь есть такая страсть, как черная плесень. Это страшно и ужасно, это не наша старая добрая обычная плесень, которая появляется на продуктах и где-то еще. Черная плесень, она опасна для здоровья, соответственно, она может вызвать проблемы с легкими, поэтому с ней обязательно бороться. Здесь во всех магазинах есть хлорка, в принципе, какие-то химозные средства от плесени. Но, опять же, делюсь своим опытом. Мы жили чуть более года в городе,
то есть где-то в километре от океана, и с использованием кондиционеров, как я вам сказал, без открытых окон, в принципе, с плесенью мы ни разу не столкнулись. Нигде, ни в ванной, кстати, ни на кухне. Вот, плесень, она не появляется. И то же самое могу сказать после того, как мы переехали в пригород, чуть-чуть поближе к океану. То же самое. Если вы не сидите с распахнутыми настежь окнами и дверьми, то плесень вам не грозит при работающем кондиционере. И тут вы должны задать мне резонный вопрос. Соответственно, если мы будем сидеть с включенным кондиционером целый день, наверное, нам придет конский счет за электричество. И тут и да, и нет. Смотрите, у любого кондиционера есть режим эко, вот, и в этом режиме он потребляет в 2, а то и в 3 раза меньше электроэнергии, чем он потребляет в обычном режиме. То есть, если у вас кондиционер в режиме эко работает по 16 часов в сутки, то за месяц вам приходит счет порядка $100. И это с учетом того, что помимо кондиционера у вас еще работает холодильник, компьютеры, ноутбуки, вся техника, которая вот стандартно присутствует в доме, кофемашины. Вот, то есть счет не превышает $100. Однако у нас был, скажем так, опыт, не связанный с кондиционерами, но связанный с электричеством, когда в доме проверяли газ, то есть мы жили в многоквартирном доме. Там, соответственно, проходит ежегодная проверка газового оборудования и газовых коммуникаций. Нас отключили от газа на 3 недели. И в эти 3 недели мы пользовались электрической плитой, которая была доблестно предоставлена нам хозяином квартиры. И в этот месяц мы получили счет практически на $200. То есть вот электрическая плита, конечно, нажгла, дай боже. Но опять же, все это не то, что мой субъективный опыт, а с тех пор все поменялось. С тех пор здесь поменялись тарифы на электроэнергию, в частности, поменялся алгоритм расчета. То есть здесь история такая, что чем больше вы жжете, тем дороже это вам выходит. Вот, соответственно, раньше считалось так, что если вы нажгли до какого-то уровня, то все киловатты считались по одной цене. Если вы превысили этот порог, то все киловатты, которые вы нажгли, считались уже по следующей цене, по повышенной и так далее. То есть там было 3 уровня расценок. Сейчас же все изменили. И теперь здесь прогрессивная ставка электропотребления, если так можно выразиться. То есть вы нажигаете до 300 киловатт, по-моему, по цене 14 копеек за киловатт. Ну, я имею в виду центов. В Панаме валюта бальбоа, но она привязана 1 к 1 к доллару, поэтому все деньги, которые будут использованы в моих видео, это доллары и центы. Соответственно, по 14 центов на киловатт. Дальше до 450, по-моему, идет что-то там или 16, или 18 центов за киловатт. И свыше 750, по-моему, уже по 21 центу за киловатт. Раньше, если вы нажгли больше 750 киловатт, то вы платили все 750 киловатт по 21 центу, и это выходило вам в копеечку. Теперь же, если вы нажгли те же 800 киловатт, то первые 300 вам посчитают по одной цене, следующие 150, даже не 150, а 450 по другой цене. И только то, что вы превысили за 750, у вас будет посчитано по самой высокой цене. Я так подробно углубляюсь в платежку, потому что в Панаме, соответственно, существует русскоязычное комьюнити. Я смеюсь, потому что оно существует только де-юре, де-факто на самом деле его практически не существует. То есть здесь есть группы в Фейсбуке, есть группы в Телеграме. Периодически появляются какие-то люди, которые говорят: хей-хей, давайте где-нибудь соберемся, где вообще в принципе собираются русскоговорящие. Но их энтузиазм обычно не сталкивается ни с каким пониманием, потому что надо понимать, что большая часть людей, проживающих в Панаме, русскоговорящих, это люди семейные, с детьми, то есть люди, которые приезжают сюда тусоваться, тусовки здесь, к сожалению, не находят. Панама, официально вам заявляю, страна пенсионеров. Здесь тихо, спокойно, люди живут размеренной жизнью. Опять же, такая история, что почему-то среди русскоговорящего комьюнити принято наговаривать на панамцев. Все считают, что они такие же, как испанцы. Хотя, опять же, я с испанцами не работал, не могу ничего сказать. Что они все необязательные, что они все какие-то медлительные. Я ни разу не столкнулся с какой-то необязательностью и медлительностью панамцев. То есть панамцы такие же деловые люди. Если вы им обещали денег за какую-то работу, будь то подключение газового котла или, я не знаю, ремонт фасада или еще что-то, то есть любые работы, которые вам требуются, вы договариваетесь о времени, о сумме,
если всех все устраивает, то они приезжают и делают. Вот. Нередко можно встретить такую историю в чатах, опять же, в Телеграме, в Фейсбуке, о том, что вот, я договорился, и ко мне не едут неделю, и две, и я звоню им, и я с ними ругаюсь, и они еще месяц не едут. И люди, вот как бы вы чувствуете, что ответ на вопрос, почему они не едут, уже заложен в их вопросе. Наши люди привыкли зачем-то со всеми сраться. То есть, если что-то не так, они обязательно это выскажут. Вот, панамцы люди не конфликтные, они в открытую не будут с вами ругаться. То есть, как-либо, если даже вы на них будете наезжать, если вы даже на них будете орать, вот, они будут молча как бы слушать и кивать, и, соответственно, впоследствии больше никогда к вам не приедут, потому что им эти конфликты нахер не упали. Вот. Так что берите на вооружение, если вы конфликтный человек, и вы планируете посетить Панаму, то, скорее всего, вы столкнетесь с теми самыми историями, о которых здесь пишут в чате, что все панамцы будут вас игнорировать, не будут к вам приезжать, вы будете ждать каких-то базовых услуг месяцами. Да, панамцы, они... Люди не злые, не злопамятные, но тем не менее у них достаточно красивые рычаги, скажем так, даже не давления, а избегания конфликтов. Потому что я слышал даже такую историю, что какой-то человек пришел в банк, вот, и в банке ему сказали, что пойди и возьми определенную справку с апостилем. А когда он пришел в посольство, ему сказали, что на такие справки апостиль никогда в жизни не ставился. Вот, соответственно, панамцы поставили человека в ситуацию, из которой он физически не может выйти. Вот сейчас начался отлив, и можно заметить еще одну особенность пляжей на стороне Тихого океана. Это то, что они на самом деле каменистые. Не все, естественно, пляжи здесь каменистые, но тем не менее в Панама-Сити в основном на дне лежат камни, а не песок. Ну, соответственно, в Панама-Сити там панамцы пытаются решить эту проблему, но пока она существует. Там очень грязно. Там океанское дно, когда уходит вода, там просто ужас. Вот, я попробую найти и вставить видео из Инстаграма, где нынешний президент, соответственно, тоже ведет Инстаграм. У него там очень часто проходят прямые эфиры. И он показывает, как он на месте событий, на его фоне проносит какой-то диван. Вот, то есть то, что он принимает непосредственное участие в уборке. Здесь как бы надо понимать, что нам не особо важно, принимает ли президент непосредственное участие в этой уборке, но сам факт, что она происходит, это уже очень приятно. Мэр того города, в котором мы живем, тоже ведет Инстаграм. Из его стримов я тоже видел, что ведутся работы по уборке улиц, уборке шоссе, потому что здесь, когда вы едете вдоль шоссе, тоже можно видеть достаточно много мусора, каких-то банок, пакетов. Панамцы активно занимаются этим. Не все сразу, как говорится, но сам факт, что они над этим работают, и это уже очень приятно. Вот. В принципе, Панама во всех направлениях развивается. Канал приносит достаточно большую прибыль. И так как страна не очень большая, то все деньги, которые канал получает, их на самом деле видно. То есть, когда вы прилетаете в Панама-Сити, вам кажется, что вы прилетели как минимум в Майами. Весь берег застроен высокими небоскребами. Все это выглядит очень красиво. Насыпные набережные с большим количеством пальм, очень ухоженные. Так, ну что, я обещал вам дно. Вот мы, соответственно, идем по дну Тихого океана. Так, и раз уж мы здесь, на дне Тихого океана, покажу вам вот такую штуку. Да? Это песчаный доллар. На самом деле это скелет морского ежа. Соответственно, вот сейчас происходит отлив. Вода уходит. И многие морские ежи засыхают. Вот. Потом с них слезает оболочка. Они покрыты такими ворсинками. Остаются вот такие вот скелетики. Ну, таких здесь достаточно много. Вот. То, что это называется песчаный доллар, я нагуглил в интернете. Поэтому, как я говорил ранее, не обязательно воспринимать эту информацию на веру. Можете проверить. Вот, до этого мы обсуждали пляжи. Обсуждали то, что они здесь каменистые. Здесь вы можете заметить, что я иду по песку. Но это песок привозной. Привозной, и его просто вымыло дождями. Поэтому здесь образовалась такая приятная песчаная подушка. Но опять же, можно заметить, что через песок проглядывают камни. Вот. Если прислушаться, не знаю, микрофон, наверное, не запишет, здесь все вокруг журчит. Как я уже говорил, пляж дикий. Соответственно, помимо
мертвых морских ежей, которых мы с вами посмотрели. Здесь есть улитки, крабы. Если найду червей, покажу червей. В принципе, заходя в воду, если вам повезет, вы можете почувствовать, как вас кто-то кусает. Вот, со мной такое было несколько раз, поэтому я не любитель заходить в океанскую воду. Вот. Но опять же, туристам нравится. Вот, но тем не менее, если вы хотите приехать сюда туристом и уже расстроились от того, что здесь толком не покупаться, расстраиваться не надо. Здесь есть места, где вы можете искупаться. Соответственно, как я сказал, что чуть дальше от Панамского канала, где-то, наверное, в 2 часах езды, есть такой населенный пункт, который называется Коронадо. Вот, и там присутствует такой более-менее пляж с вулканическим песком, то есть с черным. Ну, помимо Коронадо, соответственно, здесь огромное количество островов. Давайте немножко отвлечемся, я покажу вам живого морского ежа. Да, вот он ползет. Точнее, он уже практически не ползет. Тем не менее, вы видите след. То есть он покрыт песком. Вот. Ой, смотрите, какую срань я нашел. В смысле, мур-мур-мур. Что бы это ни было. Какая-то вот длинноногая хренотень. Вот такие штуки вас ждут в Тихом океане. Любители поплавать. Потому что, еще раз говорю, это не туристический пляж, это дикий пляж. Поэтому не советую. О, да, слушайте, ну, в принципе, удачи. Даже ничего, никаких кадров в интернете искать не надо. Вот и черви. Вот, тоже понятия не имею, что это. Кусается ли оно, опасно ли оно для человека. Но просто сам факт, что, повторю в 100-й раз, это дикий пляж, он живой. Здесь огромное количество всякой живности. Поэтому, если вы заходите в воду на диком пляже, вы, соответственно, даете себе отчет о том, что, опять же, чтобы вам показать, извините, что так часто, вот еще один, проходим 2 шага, видим еще одного. А то, я думаю, найдутся люди, которые скажут, что ой, нашел одного червяка и испугался. К сожалению, нет. Снова отвлекся. Говорили о пляжах, где можно искупаться. Соответственно, говорил про Коронадо. Туда надо ехать. Около 2 часов на машине от Панама-Сити. Но, тем не менее, полно островов вокруг Панамы. Соответственно, как в Карибском бассейне, так и в Атлантическом океане. Извините, как в Карибском бассейне, так и в Тихом океане. Вот. И, например, впереди у нас на горизонте вот это остров Табога. Табога, до него идет паром прямо от Панама-Сити. Это такой достаточно большой, быстрый катер. То есть и он туда идет буквально 30 минут. И через 30 минут у вас белый песок, голубая вода. Вот, соответственно, чуть-чуть подальше, как видите, от берега. Несмотря на то, что остров находится просто в окружении кораблей, которые ждут своей очереди для того, чтобы пройти через Панамский канал, там чистый песок. И вода, по крайней мере, визуально голубая, что тоже очень приятно. Тоже расплываясь в мысли, снимая первое видео, очень долго собирался. Не знал, с чего начать, как начать, себя снимать, не себя снимать, футажи, город, чего, какие темы обсуждать. На самом деле, так много информации, которой хотелось бы поделиться, которую я считаю, скажем так, полезной для тех людей, которые планируют так или иначе посетить эту страну. Говорили мы о климате. Я рассказывал про температуру, о том, что без ветра здесь достаточно душно. Рассказывал про влажность, о том, что с высокой влажностью появляется плесень. Если вы будете грамотно пользоваться кондиционером, соответственно, вам ничего не грозит, и одежда у вас будет сохнуть. Опять же, такая оговорка, что здесь, в принципе, все сохнет даже на улице. Потому что днем, когда светит солнце, опять же говорю, влажность опускается там до 70, даже до 60%, под солнцем все достаточно хорошо высыхает. То есть не обязательно заносить вещи в дом. Вот. И эта история, я говорю, менее километра до океана. То есть максимальная влажность с той, которая вообще в принципе возможна. Вот, и последний пункт, говоря о погоде, это ультрафиолет. Панама находится не на экваторе, Панама находится выше экватора, но тем не менее, здесь, если вы откроете какие-нибудь приложения или в
принципе, сайты погодные в интернете и посмотрите уровень ультрафиолета, то обнаружите, что где-то после 9 утра уже уровень ультрафиолета поднимается там выше 6 и ползет вплоть до 13, по-моему, если я не ошибаюсь, по той самой ультрафиолетовой шкале. Соответственно, для понимания, 3-4 или там 4-5 это рекомендуемо использовать солнцезащитный крем, это SPF, желательно плюс 50, здесь в Панаме есть даже крема плюс 100, я лично их видел. То есть после 9 утра ультрафиолет уже такой, что вы будете медленно поджариваться. Вот, он достаточно быстро растет, и уже к 10 часам утра он будет достигать 9-10. Соответственно, опять же, многие люди считают, что загар — это здорово. На самом деле, давайте называть вещи своими именами. Загар — это не загар, а ультрафиолетовый ожог, который может привести к тому самому раку кожи. Здесь, соответственно, панамцы такой ерундой не занимаются. Вы не увидите здесь загорающих, лежащих у бассейна панамцев. В основном потому, что они работают в будние дни, а выходят гулять они в основном по вечерам. То есть вообще, на самом деле, после 6, практически после захода солнца. Вот, даже вечером, когда уже там к 4 часам ультрафиолет снова опускается до уровня 5 и начинает падать ниже. 5 часов вечера он уже практически 0, хотя солнце еще видно. Тем не менее, сами панамцы выходят на улицу очень поздно вечером, тусуются, соответственно, после захода. Если у них есть какая-то необходимость выйти днем, чаще всего они перемещаются на машинах под кондиционером. Если, опять же, машина под рукой не оказалась, сам лично видел, ходят они под зонтами. Не все, есть люди, которые ходят здесь без зонтов. Но, тем не менее, я видел достаточно много людей, которые днем ходят под зонтами. Такие дела, ребят. Так что жизнь у океана имеет свои нюансы. Такое получилось видео, сумбурное, длинное. Не знаю, большую часть, наверное, из него я вырежу, чтобы сделать его каким-то более-менее удобоваримым и в одной тематике. Какая-то часть, наверное, пойдет в другие ролики. Вот, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не оставлю вас без контента, буду кататься по Панаме, снимать. Здесь есть что посмотреть, есть что показать. Так что давайте, ребят, всем удачного Нового года!